Как человек, всю жизнь отдавший армии, Петр Иванович был строгого нрава. Идеал собаки для него – Мухтар из одноименного фильма. Если уж и заводить друга, то именно такого, преданного, уравновешенного, способного защитить. Если собака не может дать отпор и стать на защиту хозяина, зачем же она нужна? Когда Таня, взрослая дочка Петра Ивановича, радостно поведала ему по телефону, что у нее появилась собака, мужчина сразу же представил образ благородной овчарки. Знакомиться с питомцем дочери отец отправился в тот же день. Подойдя к двери дочери, Петр Иванович услышал писк, никак у него не ассоциировавшийся с лаем собаки. Когда двери открылись, от них отбежало маленькое существо, размером не больше котенка. «Ну и собаку ты себе выбрала. Я только хочу верить, что супруга ты будешь искать по другим критериям, а то приведешь в дома такого же защитничка», с сарказмом заметил Петр Иванович, глядя на прыгающего возле него щенка чихуахуа. Таня к отцовской манере общения привыкла, поэтому не обиделась, а просто пожала плечами. Собака ей нужна была для компании, а не для защиты. В однокомнатной квартире места для такой маленькой собачки будет достаточно, да и особо повредить обстановке дома она не сможет. Таня назвала щенка кактусом, уж очень его характер соответствовал этому растению. Гулять Таня с собакой выходила нечасто, поэтому каждое появление на улице кактус воспринимал как праздник. Дома песик пытался держать свой нрав под контролем, а на улице давал себе свободу и с огромной скоростью носился по окрестностям. Петр Иванович кактуса демонстративно игнорировал, а вот собака, наоборот, всеми способами пыталась привлечь его внимание. Почти год кактус пытался найти к мужчине подход, а тот уперто игнорировал щенка. Изменилась ситуация, когда Таня уехала в отпуск. Петру Ивановичу дочь поручила наведываться и проверять, как дела у кактуса. «Если сможешь, своди его пару раз на прогулку. Кактус знаешь, как обрадуется», – попросила Таня перед отъездом. «Я на люди с ним выходить не собираюсь, кто увидит, засмеют», – пробурчал в ответ бывший военный. Будучи в отпуске, Таня периодически звонила отцу и интересовалась его делами, а также тем, как проходят дни кактуса. Петр Иванович говорил, что с собакой все в порядке, но в подробности не вдавался. Спустя неделю отец сам позвонил Тане. «Представь, повел я кактуса на прогулку, так он собаку, которая его раза в 2 больше, смог прогнать. Я в сторону загляделся, так если успел остановить его, так он поводок рванул. А вторая собака, на которую кактус напал, так испугался, что рванул с места и хозяина за собой потащил, тот еле на ногах устоял. А щенок у нас, оказывается, не робкого десятка». В голосе отца девушка услышала гордость. Такого от сдержанного в своих эмоциях Петра Ивановича она никак не ожидала. К моменту возвращения Тани кактус и Петр Иванович зарыли топор войны и стали лучшими приятелями. Мужчина даже взял шефство над псом и принялся его дрессировать, утверждая, что интеллект и храбрость с размерами тела не соотносятся.